Привет, вы на канале Практический арбитраж, и сегодня мы с вами разберем пролив на Францию. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас 17 марта, 3 часа дня, и на текущий момент немножечко подытожим проблемы, которые, скажем так, в сообществе происходят. Это массовые реджекты, на которые многие жалуются. Это падение лимитов у аккаунтов, как раз таки моего самого такого топового аккаунта упал лимит до $50. В принципе, мы все эти моменты разберем. Давайте поэтапно начнем. Если брать и рассмотреть пролив на Францию, то есть я успел запустить 11 марта всю эту историю, как всегда, с отложкой на 12 число. По компании давайте мы с вами пройдемся. Я запускал на воронку Плинка. Оффер был на N-казино. Не помню, какое количество отсетов было использовано. Набрал различную пачку креативов. Не могу, к сожалению, их показать. Как раз таки с чем я столкнулся, выкосил у меня ФПшку и удалил объявление из-за массовых жалоб пользователей. Но это как бы не столь критично. Повторно запущу и выберу еще ряд креативов, с которыми работал. Давайте пройдемся. Запускался, значит, бюджетом на ацет. Бюджет ставил $20. Пройдемся по воронке. Домен, собственно, такой. По нему можно, кстати, посмотреть креативы, прогрузить в AdHeart. Плинка, Франция, оффер на N-казино. Ставочка была у нас $105. Дневной бюджет поставил 20.99. Идем дальше. Местоположение Франция. Возраст поставил 23.65 только мужчин. По плейсментам использовал автоплейсменты. Соответственно, здесь мы сейчас с вами сделаем анализ, посмотрим, откуда были депозиты и как, собственно, закончилась вся эта история. Как я ее анализировал, как я работал с ацетами. Мы еще раз с вами разберем, потому что достаточно много вопросов. И считаю, что в целом есть проблемы у многих с аналитикой, с правильным восприятием и так далее, и так далее. Собственно, какой оффер не беру, какой пролив не беру, в целом получается всю эту историю пролить как минимум в плюс. Точнее, как минимум в ноль или хотя бы в какой-то плюс. Даже на тестовых креативах. Окей. 11 марта я запустил, значит, с отложкой на 12 число. И 12 числа у нас начался старт. Что мы получили? Ряд ацетов, соответственно, у меня дезапрувнуло. Я их там подключал. Осталось у меня где-то порядка там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 там ацетов. Соответственно, что я делал? Выключал, естественно, те ацеты, которые были с дорогими кликами изначально, либо там были без инсталлов, собственно, все, как я и рассказывал. Выключаем, еще раз напоминаю, строго объявления. Отключаем с вами изначально в первый день ацеты полностью. Те, которые, скажем так, у нас не зацепились, которые идут без инсталлов, с дорогими кликами, ну, соответственно, вообще не попадают ни в ту аудиторию. Те, которые дают у нас инсталлы, мы с ними работаем на протяжении всей суммы депозита, открученной уже на дистанции за все дни. Итак, что же я сделал? Я стартанул, 5.84, один клик отключил, 11 там перекрутилось, были довольно-таки неплохие клики, потом все стало дорожать, тоже отключил. Здесь же за $33 покрутилось, даже там увеличилось с 20 до 33, насколько я помню, в тот день. Пошли инсталлы по $6 и там одна регистрация упала. Следующий ацет я также отключил, 4.60, даже ни одного клика. Здесь у меня была одна регистрация дешевая, оставил крутить до конца бюджета, но никакие инсталлы не прилетели, клик тоже стал дорогой. Собственно, это прям грубый перекрут, на самом деле, так никогда не делайте, но надежде почему-то оставил. Может быть, какой-то созвон отвлек, не суть. Смог позволить такую ситуацию и тем самым, скажем так, минус $10 за день пролил, если ставка у нас 105. Идем далее, значит, следующий ацет я оставил инсталлы однорега. Здесь тоже инсталлы есть однорега. Вот этот ацет довольно-таки хорошо пошел максимально. В нем я повысил там бюджет в моменте тоже дня до 30, что ли, долларов. Он дал депозит, 5 инсталлов по 6.30, соответственно 6 даже регистраций по 5.25. Одна регистрация у нас через трафик бэк. Многие спрашивают, что это такое, когда у тебя больше регистраций, чем лидов. Возможно, опять же, рекомендация для всех, что первый момент у вас не отбиваются, то есть есть потери с ПВА небольшие, они иногда присутствуют, это могут сервисы где-то ошибочно себя показывать, может Facebook, скажем так, штормить, тупить и не принимать ваши данные. Что в таком случае делать? Все лучше отслеживать через трекер. Покажу в скринах, наверное, в чате. Сейчас не полезу просто в трекер, чтобы лишнюю информацию не светить. В сабах свободных указываете ID, ну или как-нибудь обзываете ацет, либо обзываете как-то креатив. Соответственно, вы сможете анализировать все по трекеру. То есть
получать полноценную информацию, а именно полное количество установок, полное количество регистраций и полное количество депозитов. На тот случай, если вы тестируете креативы, они у вас все разные, вы не понимаете, да и вообще, в принципе, это полезно. Но продолжим мысль. Вы не понимаете в плане того, что на какой креатив упал депозит. Если он, допустим, тут не отбился, то вы сможете все это посмотреть по трекеру, увидеть САП, к какому отсету относится та или иная конверсия. Окей, здесь продолжим. $5, соответственно, такая же история, все это дело отключили. И еще один у нас тут депчик за $28 упал, тоже довольно-таки дешевые такие инсталлы были. Было удивительно, что вот этот отсет не выстрелил в тот день. Смотрите, по $2 шли инсталлы, по $8 регистрации. Вообще прям кайф, на самом деле, статистика была, но он тот день ничего не дал. Вы можете видеть здесь $150 бюджет. Сейчас увидите, почему такой. То есть я разгонял все, соответственно, бюджетом. Итак, мы с вами оставляем те отсеты, с которыми мы работали, то есть на которых у нас с вами были какие-либо установки, какие-либо регистрации, и идем с вами в следующий день, 13 число. Поехали. Что у нас происходило 13 числа? 13 числа у нас история, собственно, продолжается. Тот отсет дал нам еще один депозит, который в предыдущий день что-то из себя положительное показал. Но ряд других, собственно, ничего не дали. Ну, как бы у нас ставка 105 и открут позволял, поэтому я оставил здесь его крутиться. Каким-то другим дал тоже попыточку еще себя стабилизировать. В целом, какие-то более-менее результаты на $20, что-то там у нас получилось. Надеялся на пуши, надеялся на ретен казино, но не суть. Но тут у нас вчерашний отсет получает депозит за $62. У него такие же продолжаются дешевые инсталлы, заметьте, чуть-чуть подороже стали за счет повышения бюджета 13 числа. И, собственно, как бы он нам дал также дешевые регистрации. Конверт из инсталла в регу почти 1 к 2, что для нас, собственно, является эталонным результатом на данном гео. Поэтому мы этот бюджет оставляем и на последующий день. Идем дальше, 14 число. Напоминаю, что с новых суток, друзья, мы включаем те отсеты, которые выключали в предыдущий день. Как вы видите, ряд других отсетов я опять также повыключал. То есть увидел, что идет открут, дорогие клики. Ну и, собственно, как бы я уже полностью, наверное, стал выключать отсеты 14 числа. Но вот как раз-таки тот отсет, который зацепился максимально, на который мы поставили с вами $150 бюджета, он нам дал 4 депозита в тот день за $30. Как видите, инсталлы по 2.94 сохранились, реги чуть-чуть подорожали, но в целом картина приятная. И вот этот отсет, на который мы 40 дали бюджета, тоже выровнялся в тот день по инсталлам и по регистрациям. В целом картина была приятной. Мы вообще получили с вами 5 депозитов по компании, если смотреть, за $50, то здесь прям чуть больше 100%. ROI мы получили где-то 105-110. Собственно, это прям кайфовый результат на самом деле, при том, что мы тестируем на автоплейсментах на максимально широком таргете, ничего еще не сужаем. Помимо этого, рекламодатель еще и оценил трафик, сказал, можно продолжать лить дальше, что уже стало приятным показателем, и мы продолжили эту историю. Не помню, вот какого числа у меня отлетела ФПшка. Да, как раз, по-моему, 15 числа вся эта история произошла. 15 числа у нас даже он не докрутил наш бюджет, на $42 все остановилось, потому что просто выкосило объявление. Да, 16 числа уже у нас ничего не крутилось. Да, но даже если посмотреть на всей дистанции, у нас получился плюсовой результат, получилось 9 депозитов за 91.88, с учетом того, что в первый день мы жестко фильтровали, на второй день я тоже давал ряду отсетов пожить. Ну и, собственно, в любом случае тест удался, я выявил креативы, которые работают. Здесь воронка Плинка, друзья, на самом деле, что аркадные такие слоты, да, как Плинка, Авиатор, не очень дают качество, на Францию, на удивление, зашло. Здесь больше был такой стримовой подход, как юзер играет в этот слот, рассказывает, как установить прилку и так далее, так далее. То есть такой подход зашел. Обложечки тоже были под Плинка связаны. Соответственно, всем рекомендую обложки использовать сейчас, тем более в текущие штормы. Опять же, как обходить реджекты, да? Первое, это хороший уникализатор. Кстати, уникализатор мы свой сегодня презентуем. Наконец-то его доделали. Бот у нас готов. Можете уникализатором Lead General пользоваться. В телеграм-канале обязательно напишу информацию о нем. Ссылочки все будут в описании. И, значит, уникализируйте всегда обложку один раз, всегда уникализируйте видео ваши креативы, ну и статические, естественно, и ставьте всегда запуск с отложкой на новые сутки. Это вам поможет избежать реджектов. Я сейчас их почти на себе не ощущаю, в целом все идеально, замечательно, новые компании апрувятся, запускаются и так далее. Как вы видите, дополнительные кабинеты еще появляются.
Масштабирую Турцию, масштабирую сейчас Францию, буду однозначно отливать побольше. Обязательно поделюсь результатами. Что еще хотел бы порекомендовать? Касаемо аналитики, друзья. Максимально следите за показателями в разрезе дня. Всегда, которые от сет у вас что-то показали в предыдущий день, на следующий могут ничего не показать. Смело выключайте это объявление, строго только выключаем объявление. Не от сета, а выключаем объявление. И с новых суток по геоаккаунту вновь всю историю обратно включаем. Я выключаю строго объявления, никогда не трогаю сами отсеты. Поэтому, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. Окей, касаемо, значит, того момента, то, что сейчас стали падать лимиты, да, на аккаунтах. Вот, daily лимит спендинг $50, то есть это 1500, точнее безлимитный был кабинет, после реджектов его выкосило, то есть упал лимит, слава богу, он не забанился, потому что кабинет не очень долго живет, что до $1000 с него проспендено. Как восстановить лимит? Очень просто, мы с вами запускаем там или оставляем одну компанию, ставим бюджет $49 на компанию, то есть, в общем, тот лимит может быть у вас на любую сумму, собственно, упасть. Если упал там на 50, что сейчас распространено, запускаем компанию, бюджет CBO, $49, на $1 меньше, крутим день-два, и он у вас восстановится. Проверенная методика, пользуйтесь, решает, закрывает эту задачу полностью. То есть, все аккаунты у вас реанимируются и будут вновь в работоспособном состоянии. Турция здесь очень классно пошла. Просто заметил только сегодня, что лимит упал. Вчера не обратил на это внимания. Очень классно пошли по $1.64 инсталлы, по $2 регистрации. Ну, думаю, сегодня бы прям разрывал этот кабинет. Очень жаль. Но думаю, что завтра, послезавтра он у меня реанимируется. Запустил еще ряд кабинетов. Сегодня зацеп довольно-таки такой трудный, но в целом кабинеты профитят. Итак, подытожим, значит, с реджектами боремся. Бот-уникализатор, обложка, также ее уникализируем. И еще одна рекомендация. Если вы сами владеете какими-то редакторами с видеокреативами, то можете в начале вставить какой-то кадр, отвлеченный, не связанный с геймплой. Тоже помогает, 99% случаев решает эту задачу. Это на самом деле такой самый крайний, наверное, способ, который помогал прям в лютые шторма, когда выкашивал просто все объявления, все запуски косил. Это в том году было. То ли может быть тоже весной, то ли осенью. Ну, в общем, что-то в этом интервале. И помогало только то, что вставляли какой-то отвлеченный, то есть сторонней темы кадр в начале видео, и тогда этот креатив проходился. Сейчас пока достаточно обложки проуникализированы, хороший уникализатор, который подтирает максимально метаданные, ну и, собственно, отложка. Обязательно отложка, друзья. Значит, сегодня мы постараемся презентовать нашего бота. Всем рекомендую, буду признателен, если вы порекомендуете его друзьям. По следующем, наверное, видео сделаем интересные гайды. И также в ближайшее время анонсируем обязательно обучение, которое готовим для вас. Те, кто хотят попасть в нашу партнерскую программу, друзья, рекомендую всем подать заявку. В ближайшее время процесс обработки этих заявок будет нормализован. И, собственно, все будет довольно-таки быстро апрувиться. Поэтому всем рекомендую наше ПП. У нас довольно-таки хорошие ставочки по сравнению с другими. Также и со всеми вебами, кто к нам будет заходить, будет создаваться чатик, и в котором, собственно, я также буду принимать участие, подсказывать, как запуститься и настраивать постбэки, и настраивать в целом воронку. Потому что в любом случае также в этом есть и мой личный интерес. По поводу обучения, значит, следите за информацией на канале. Видел, многие пишут, можете написать на наш телеграм-канал, в личные сообщения. Я чуть подробнее лично об этом расскажу, если кому-то интересно. Научить заливать можно достаточно быстро, эффективно и, в принципе, любого. Главное от вас это только желание. Собственно, все. На сегодня такой небольшой информативный ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube, включайте уведомления, не пропускайте полезную информацию. Мы обязательно скоро будем делиться еще интересными всякими инсайдерскими фишечками, что поможет вам в текущих реалиях. Напоминаю, что скоро еще выборы в Америке, поэтому ФБ будет люто штормить. Многие как раз-таки этих периодов пугаются, но на самом деле в такое время лучше всего профитить, на самом деле, и зарабатывать. Окей, всем спасибо, друзья. Всем хорошего времени суток. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.